Привет, друзья! Вы на канале Swiss Stitch. Меня зовут Ирина, и это видео о рождественских стартах. Я вас приглашаю посмотреть, вдохновиться и написать мне комментарии. Приятного просмотра! Ну вот я вам показываю мой милхил, мои колокольчики. Это крестиковая часть уже закончена, осталось мне пришить бисер. Конечно, это маленький такой приятный очень процесс, очень красиво получается, такие они натуральные, эти колокольчики выходят. 2 вечера у меня занял вышивка этих колокольчиков. Ну, что я могу сказать, я, наверное, подустала все-таки от джемшора, милхила, ну, это одно и то же практически. И, как я в предыдущем видео сказала, что я не хочу ничего нового начинать, а буду там милхил вышивать маленькие эти самые, я понимаю, нет, как-то мне что-то не идет, все уже насытилась я милхилом за этот год, наверное, надо сделать паузу. И все равно надо посмотреть, что я хочу вышивать на следующий год, какие-то планы, что я так думала, у меня следующий год будет посвящен французам. И хочу посмотреть, что у меня там есть, и может быть начать что-то большое, нормальное, а не вот эта вся мелочевка. И тадам! Готовы мои колокольчики. Посмотрите, какие они красивые, какие они великолепные. Конечно, превью это ни о чем. И, ну, я не знаю, как можно сделать такое превью. Но посмотрите, какие они в натуральную красоту натуральную, и какие они на фотографии. Я вот думаю, может, если я вырежу, они тоже такие невзрачные станут. Может, это они на фоне вот этой бумажечки так классно выглядят. И я как-то подзадумалась, вырезать мне их или не вырезать. А если не вырезать, что мне с ними делать, ну, как бы непонятно. Ну, пока я в сомнениях и метаниях, я решила их отложить. Посмотрите, какие красивые, очень легкий, очень быстрый процесс, но тем не менее, несмотря на то, что это все быстро и легко, получается очень и очень красиво. И забудьте то, что я вам сказала в прошлом видео, что я не хочу ничего нового начинать, ничего. Этот самый, все мне надоело, и милхил Just Name, с этим самым джемшором мне надоели, все мне надоели, ничего я не хочу. Все я хочу, вышивала эти колокольчики и смотрела рукодельные вышивальные YouTube, и смотрю, все строят там планы на зиму. Я не знаю, у нас зима как бы такая условная зима. Вот сейчас на улице солнце, тепло, ну, относительно тепло, сколько там градусов, 5-6, но тем не менее очень приятно находиться на улице. Вчера ходили, гуляли, так я вообще куртку даже сняла, в одном свитере была, потому что было реально жарко на солнце. Когда солнце, конечно, заходит, уже прохладненько. Вернемся к вышивке. Вот. Так вот, насмотрелась я вышивального ютуба, и тут оказалось, что все строят зимние планы, все что-то там начинают, все что-то там планируют, а я как бы вообще не в теме, не в курсе. Всегда вышиваю так, что мне навеет, что мне захотелось в данный момент, и вышиваю. А тут думаю, а что и мне, и я хочу тоже понастроить планы и поначинать всего разного, вопреки тому, что я вам сказала в прошлом видео. Если зимы нет на улице, создадим зиму сами дома. И сейчас я вам покажу, что же я там напланировала. И для этого даже в ход пошел мой рукодельный дневник, который я решила завести как порядочный блогер и записывать там, чего я хочу. И что же я тут понаписала, сейчас мы посмотрим. Не падайте от моего почерка. Не
каллиграфический он, но тем не менее. Значит, планы на зиму. Dimensions Wintershen. И что же это такое, вы скажете? А сейчас я вам покажу, что это такое. Есть у меня вот такой наборчик, который я купила в Швейцарии. Единственный наборчик в магазине у Мэгги. Мэгги уже благополучно закрылась и уехала вообще из страны. А у меня память от нее остался. И здесь вот такая зимняя сцена, как и называется. И он совсем малюсенький, он 18 на 13 сантиметров, этот дизайн. И здесь я уже посмотрела все. Вот это вот зашивка полукрестом в 4 сложения на какой у нас тут конве? 18-го каунта, если не ошибаюсь, да, на 18-го каунта. Ну и вот такая сценка. Здесь очень много деталей, как всегда у Dimensions. Это, наверное, старенький набор, я даже не знаю, какого он года. Я посмотрела зашивку, но не посмотрела, какого года. Да, это и не важно. Смотрите, здесь на саночках мужчина везет сыночка, наверное. Здесь вот девочка с собачкой бежит. Здесь вот почтовый ящик, домики, елочки, березы, снег на озере. Вон там, видите, далеко-далеко, наверное, катаются на коньках. Вот такой интересный, красивый дизайн. Сейчас я покажу, что здесь входит в состав этого наборчика. Канва. Совсем маленький кусочек, смотрите. Вообще 20 на 20, наверное, сантиметров. Я надеюсь, они оставили там немножко за что зацепить, когда в рамочку вставлять. Это, потому что это, я так полагаю, дизайн на, на прикладное не пустишь. Ну, инструкция, как обычно, здесь все написано, что начинайте с центра, сложите. Все это мы знаем, даже когда-то, наверное, мы это читали. Вот как нитки, ну, все подробненько описано. Схемка, как всегда, цветная, вот такая. Вот такие раскрасивые нитки. И здесь даже вот, смотрите, какой blending filament. Крейник металлик есть. Смотрите, какой красивый он. И это, конечно, меня не радует, что вот это вот все надо будет разбирать. Не люблю я это, честно говоря. Ну что ж, ладно. Коль начинаю стартовать, придется как-то помучиться. Шучу я, конечно. Это вот этот будет наборчик. Это я вам планы на зиму. Я не знаю... Начать-то я начну, закончить я не обещаю. Следующее. Посмотрим, что у меня следующее. Следующее у меня Ева Розенстанд The Christmas Heart. Рождественское сердце. И что же это такое, вы мне скажете? А это то, что отдала мне Лариса Черновская, которая решила, что ей больше не надо. И она отдала это мне. Вот такой шикарный набор. Сразу вас предупреждаю, здесь большая часть уже отшита. И отшита очень-очень аккуратно. Сейчас я вам раскрою и все покажу, как это красиво. И вот полюбуйтесь на эту красоту неземную. Посмотрите, как я уже сказала, здесь большая часть уже отшита. Я не знаю, здесь, наверное, 70% отшито, потому что, как вы можете видеть на превью, здесь у нас что? Вот отшито само сердце, собственно говоря, а отшит вот этот мальчик. Отшита Мальвина. Отшит подарочек. И остался тут, собственно, мишка, подвесочка вот эта и бэкстич.
И все. Ну, тут осталось всего ничего. Я не знаю, почему Лариса так... Ну, бывает такое. Что я могу поделать? Бывает и у меня такое, что вышивала, забросила, не хочу, не буду. Ну, а мне очень и очень нравится. Смотрите, какая красивая. Вы полюбуйтесь на эти крестики. Это просто, я не знаю, шедеврально. Посмотрите, какие они ровненькие. Они прям как жемчужинки, один в один. Очень красиво. Я не знаю, вряд ли у меня получатся такие красивые крестики. Но я буду стараться, чтобы быть на уровне. Вот. И, пожалуй, вот этот набор я начну сразу, потому что, ну, как я сказала, здесь осталось всего ничего, и мне сейчас реально хочется просто крестик. Мне хочется просто крестик, без заморочек, без всего там бисера, кристаллов и всякого прочего. А здесь вот пойдет вот этот бант. Крестик, крестик, крестик. Вот здесь вот этот подарок. Ну и мишка. Здесь еще у нас труба и лошадка. Вот. Это первый по плану. Сейчас покажу вам ниточки еще. Здесь они уже организованы. Все удобненько. Не надо ничего разбирать, не надо ничего делать. Вот здесь Лариса подписала значки. Бери до шеи. Видите, какие красивые. Сиреневые моя слабость. Коричневые. Здесь тоже вот какая-то золотой. Красота красотенная. И если вы думаете, что это все, нет, не все. Я такая что-то пошла в разгул гулять, так гулять. Следующим пунктом зимних планов у меня, то есть у нас, Николая II, у меня Christmas Village Ornaments, всем известный Dimensions, игрушечки от Dimensions. Я наслышана, конечно, о всех страстях-мордастях, которые рассказывали, как его тяжело и вообще это полноценный Dimensions Petit, и его очень трудно вышивать и все такое прочее. Ну, короче говоря, какая разница, будет он у меня лежать не начатый или он у меня будет начат. И я решила начать одну игрушку. Если я вышью эту одну игрушку в этом году, это будет уже хорошо. И вот не могу я еще определиться, какую игрушку я хочу вышивать. По традиции, как все, начать вышивать, где Дед Мороз запихивает подарки. Либо вот эти, которые поют песни, мне нравятся. Ну, не знаю, они мне все нравятся. Они все прикольные, они все красивые. Ну, какую взять еще не знаю. Ну, у меня есть время подумать, пока я буду вышивать набор с рождественским сердцем. Здесь у нас тоже идет 18-й каунт канвы Айвори. Ой, а что это? Оно у меня так слиплось. Не буду я ничего абсолютно менять здесь. 2 иголочки. Здесь даже для оформления есть вот такой утеплитель этих игрушечек. Вот такие, это уже китайские наборы. Здесь уже ниточки развешаны. Я даже значки на некоторых подписала уже. И самое главное, я в сети нашла перенабор для саги. И представляете, какая удача в этом перенаборе, те же самые значки, которые даются в самом наборе. Это же не чудо, это просто какое-то рождественское чудо, чему я безумно рада, потому что, ну, сами понимаете, по саге вышивать гораздо удобнее, чем по вот этой схемке. Она мелочь пузатая такая. Ну, видно, конечно, но по саге приятнее. Что там скрывать-то? Вот это такой наборчик. Ну и что?
забыла еще. Сейчас еще покажу. Ну и последний, ну не в последнюю очередь, вот такую лошадку я хочу. Опять же, жертва Ютуба. Смотрела, как я уже сказала вчера, вышивальный YouTube и увидела, одна девушка вышила эту лошадку. Да, ну вот это вообще ни о чем, просто ни о чем. Она настолько красивая, я вам не могу передать. Ну вот как эти колокольчики, знаете, посмотришь на превью «Обнять и плакать», и в натуральную, вот в натуре, как он красиво выглядит, прекрасно. Также точно из этой лошадки. Она вообще прекрасная, она очень и очень красивая. И поэтому я хочу сделать Rocking Horse тоже. Когда мне надоест вышивать одни крестики, возьму, выщу немножко лошадку с бисером, красоту. Ну, в принципе, вот это и все мои планы на зиму, потому как еще не забываем, что у меня там лежат уже 4 начатых работы. Это птички от Rosewood Manor, этот сэмплер. Ну, он такой более весенний-летний, его оставим туда. Потом котик мой французский, ну, котика, может, иногда буду тоже брать. Но, как я уже сказала, подустала я от бисера, от блеска, от всего. Я такая непостоянная. В одном видео вам говорю одно, в другом видео я вам говорю другое. Ну, одним словом, вот такая, какая есть. И так, значит, сказала птички, котик, потом скатерть с птичкой у меня опять же, ну, опять птичка, это как-то в весну все хочется туда оставить. И раз, два, три. И что у меня еще? Напомните вы. Кукурузы. Ну, кукурузы туда больше к осени остаются. И все, да, получается. Ну подумаешь, было 4 начатых, будет 8. Ну, где наша не пропадала. Ну вот, пока все, до следующего включения. И я к вам с результатами моего первого старта, первого дизайна из стартов из зимних. Вот, посмотрите, какой бант я вышила золотой. Скажу вам, удовольствие это было еще то, вышивать этим. Я так понимаю, это Diamond от DMC, вот эта золотая нитка была. Проблема, знаете, в чем была? Вышивать, когда было нормально, только надо было нитку не длинную брать, потому что она в конце концов начинала какими-то этими катушками становилась в конце. Когда я шила, я почему-то вот этим местом все время потом терлась об вышитое, а оно такое жесткое, и в конце концов меня вот здесь начал болеть мизинец от того, что я постоянно терла рукой об эту жесткую, об эту нитку. Ну вот получился у меня такой золотой бантик, потом я начала вышивать эти листики. Начала я вышивать эти листики и смотрю, как-то они у меня не такие, как вышивала Лариса. Ну, вот это один и тот же цвет, я посмотрела, один и тот же значок, один и тот же цвет, а у меня они какие-то посветлее. Я потом присмотрелась, оказывается, здесь вышито в 3 нитки, а я по привычке начинаю вышивать, ну, пошла вышивать в 2 нитки. Ну, я такая подумала, ладно, уж коль я этот весь бант в 2 нитки начала вышивать, я его уже закончу здесь в 2 нитки. А вот здесь этого мишку, здесь будет еще лошадка, ну уже само это сердечко, я буду также точно вышивать в 3 нитки. Здесь осталось мне довышивать, ну, такие листочки такие всякие разные. И с бантиком, ну, вот здесь будет тоже листочек, и с бантиком будет покончено. И я хочу стартовать второй мой дизайн. Но прежде чем стартовать этот второй дизайн, я хочу разобрать вот этот бардак, который у меня остался после моей скатерти 12 дней Рождества, которую я, ну вот чем я занималась в эти последние 2 дня. Это я шила эту скатерть, заканчивала эту скатерть. Видео уже есть на канале. Если вдруг вы каким-то магическим способом не посмотрели это видео, то проходите и смотрите.
А я хочу разобрать мой органайзер. Смотрите, здесь сколько ниток. Здесь 40 цветов этих ниток. Ну, 39 белый закончился. И разложить их по местам, чтобы это все у меня, потому что у меня уже неразобранных ниток скопилось целый ящик. Поэтому органайзер этот, ну, как бы он нужен всегда. Ну, и здесь у меня осталось немножко в этом органайзере немного бисера, который тоже надо разложить по своим коробочкам. Здесь буквально по капелюшечке. Смотрите, хотела вам показать. Я купила эти косточки DMC, и вот у меня попалась одна вот такая бракованная. Тут с обоих сторон должна быть такая штучка. А здесь, видите? И поцарапанная рука. Боже. Тетя, вам сколько лет называется? Короче говоря, знаете, такая, я не знаю, вы так занимаетесь таким или нет. Прежде чем лечь спать, смотришь эту ленту Инстаграма, и там эти все мемы всякие разные. И мы с дочкой друг другу, она там у себя дома, а я у себя дома, мы перебрасываемся теми, которые нам понравились, нашлись. И так пришлось прерваться, там сосед наш что-то сверлит, заглушает мое повествование. В общем, присылает мне дочка, там, мем один, там девчонка говорит, мне так зашло выбрасывать мусор, надо, когда выбрасываешь мусор, сказать, меняю отходы на доходы, и тебе пруха там идет и работа, и деньги, ну, в общем, все хорошо. Я ха-ха и листаю дальше, пролистывая несколько этих мемов. Следующий мем, там сидит дядька, держит на руках кота и говорит, я коту поглажу лапки, и завтра у меня будут бабки. Я такая подумала, так, ну мусор я сейчас выносить не буду однозначно в 11 часов ночи, а вот кот здесь под боком лежит, спит, сейчас я ее поглажу. Ну, учитывать надо кота, которого держит дядька, который, видимо, домашний, нормальный, адекватный кот, и моя кошка, которая дикая. Я ее хотела погладить лапки, и вот результат. Ни бабок, ни лапок, ни моих лапок. Ну, вот так вот. И такая думаю, боже, тебе сколько лет? Вот такие истории получились. И да, друзья, по поводу видео о скатерти 12 дней Рождества, я хотела всех вас сердечно поблагодарить за такой теплый отклик, за такие комментарии замечательные. Всем понравилась скатерть, за слова поддержки по поводу этого недоразумения, что случилось у меня с этой скатертью. Я очень-очень вам благодарна. Это для меня очень важно, потому что это живой отклик, это обратная связь, и вы даже не представляете, как для блогеров это важно, потому что я понимаю, что написать комментарий — это как бы отвлечься, как мы все знаем, мы сидим вышиваем, и у нас фоном идет эти видео вышивальные, а тут надо отвлечься, написать, что-то сказать, какой-то оставить, телодвижение, короче говоря, какое-то сделать. И я вам за это очень-очень сильно благодарна. Спасибо большое за ваши комментарии. И вы у меня замечательные, чудесные. Я вас обожаю. Вы очень добры ко мне. Спасибо огромное. И в одном комментарии был вопрос, каких не хватило этих пуговиц. Вот у меня не хватило пуговицы вот этой на скачущих лордах, и у меня не хватило пуговицы на барабанщике. Вот такая. Ну вот не знаю, у меня ж на Петридж здесь вот такая, эта пуговица только в желтом цвете, она есть. А вот такая в голубом цвете, ее, видите, не было. И вот такого цветочка не было. Если кому интересно, я даже могу вам сказать номера. Значит, это у меня дудочник, это у меня барабанщик. Барабанщика не хватает. Вот она, 87038.
это пуговичка от Jim Shore. Это на барабанщике, который не хватает. И не хватает пуговички вот на скачич, на этом лорде 87-013. Красный цветущий цветок. Ну да, что-то типа такого. Ну и закроем тему со скатертью на этой мажорной. Так, вы уже узнали эти палеточки, да, я начинаю дизайн, вот эти новогодние игрушки, Gold Collection, Dimensions, и не буду я оригинальная, и начну я этот дизайн сначала, с первого дизайна. Вот такой тут, на первый взгляд, простенький дизайн, домик, елочки, детки на саночках, снеговик. Ну, не знаю, как пойдет. Там еще посмотрю, у меня ж сага, я ж порядочная, как оно в саге, там насколько это сложно все и так далее. И стартану. Не буду я ничего не заменять, буду я на этой конве, это 18-й каунт, айвори цвет, и там в инструкции надо, там написано, надо разделить эту ткань на 6 кусочков, и в каждом этом кусочке вышивать свой сюжет. Ну, сейчас возьму этим смывающимся карандашом, нарисую и... Что ж, друзья, показываю вам результаты моего прошлого вечера с Dimensions, с игрушками. Я начала, как и обещала, и как обычно, позавчера у меня просто день пропал, потому что у нас была там вечеринка с нашей группой Nordic Walking. Сейчас проходят у нас везде вечеринки, эти посвященные Рождеству в общественных организациях, там на работах у людей. И у нас тоже была вечеринка. Ну, короче, такое себе. И вот что я навышивала. Здесь где-то около 350 крестиков, если я не ошибаюсь. Я же теперь по саге вышиваю, я могу вам даже сказать, сколько крестиков я вышивала. Ну, я, как всегда, здесь лоханулась. И когда я вышиваю по саге, я вот не могу отсчитывать правильно. Если вы там слышите посторонние звуки, у нас рабочие работают, и я ждала, пока не дождалась, что они перестанут шуметь, и они не перестали, и я решила, сниму как есть. Вот я вышивала сначала этим темно-серым, начала вышивать темно-серым и поскакала. Здесь решила, думаю, оттащу весь этот темно-серый. Здесь вышила и вот здесь вышила. Потом начала светло-серым вышивать, смотрю, что у меня не туда. Ну, короче, кусок пришлось выпороть и перешить по-новому. Ну, еще перешить не удалось, видите, вот здесь надо перешить. Вот такой результат. А что это было, сейчас я вам скажу. Как я и обещала, как я сказала, начну с первой этой игрушечки в верхнем левом углу и пойду вышивать все подряд. И если посмотреть поближе, в верхнем левом углу у меня тут ребенок на саночках везет, там друзья катаются, снеговик и, короче, домик. Открыла я сагу и начала с верхнего левого угла, а в саге, оказывается, в верхнем левом углу был вот этот. Теперь я понимаю, почему все начинают именно с этого, потому что он там в саге, этот именно сюжет самый первый. И вот, как можете видеть, я могла бы, конечно, уже закончить вот эту всю крышу. Вот она у меня, ну, серый цвет на этой крыше. Но, как я уже сказала, не сложилось у меня, не срослось. Еще один вечерок я хочу повышивать этот сюжет. И потом завтра у нас что, пятница, и завтра я хочу взять последний из моих запланированных зимних стартов. Что там, зимний сюжет этот.
Посмотрим, что мне удастся сегодня вечером навышивать. Итак, я к вам с результатом вышивки моей игрушечки от Dimensions. Я тут дом строю. Смотрите, сколько я уже настроила. Неплохой результат, как по мне. Я вообще такими темпами никогда не вышиваю, скажем так. Здесь почти 1000. Не дотянула чуть-чуть до 1000, буквально там мне не хватило 20 или 30 этих стежочков, крестиков. Вот такой домик получается у меня. Это, я напомню, вот этот у меня Дед Мороз, который в трубу там засовывает подарки. И что я могу сказать, мои впечатления от этого набора. Я, пока не столкнулась с трудностями, о которых я много слышала, что это очень-очень тяжело. Единственное, что мне не нравится, как вы знаете, я вышиваю на пяльцах, а когда ты вышиваешь на пяльцах, тебе не нужна барабанная натяжка, тебе наоборот больше удобно, вот мне удобно вышивать на равномерках или не, потому что они мягенькие, и когда ты в 2 прокола делаешь, тебе легче это прокалывать, как бы, знаете, а вот эта дубовая такая канва от Dimensions, она, не очень мне удобно на ней работать, и я, наверное, скорее всего, сейчас ее постираю, может она чуть-чуть обмягчится, но судя по тому, как с Мишкой я вышивала, там классик дизайн, но все равно канва Zweiger была. Попробую, короче говоря, ее постирать, надеюсь, не случится то, что случилось со скатертью, здесь вроде как бы нету таких этих ядовитых цветов. И пока я откладываю этот мой проект и беру следующий. И, как вы помните, следующим проектом у меня будет зимняя сценка, тоже от Dimensions. И вот, друзья, перед вами этот зимний сюжет. Это Gold Collection Petit. Это у нас дизайн 2009 года. Вышивается он на белой аириде 18 каунта. И вот это то, что мне больше всего не нравится. То, что мне придется сейчас разбирать эти цвета. Я это не люблю, честно говоря, и поэтому китайская сборка мне нравится больше. Есть там уже готовые палеточки, есть там все это уже разобрано, здесь не надо присматриваться, здесь беленький, голубенький, либо серенький цвет. Одним словом, вы меня поняли. Так что я сейчас займусь развешиванием этих ниточек и приступлю к этой вышивке. Здесь, к сожалению, перенабора у меня нет, посему придется вышивать по схеме бумажной. Посмотрим сейчас бумажную. Бумажная схема, как всегда, у Dimensions, сине-красная, она здесь серенькая, здесь еще что-то есть. Нормальная, не мелкая. Я боялась, что она будет слишком мелкая, но ничего. Годится. Что ж, пошла разбирать нитки. Скажите мне, пожалуйста, кто любит разбирать эти нитки? Когда я слышу, кто-то говорит: ой, а мне нравится разбирать нитки. Я этого не понимаю, реально. Я вроде не дальтоник. Но для меня это вечно такая какая-то проблема. Извиняюсь. Разбирать эти нитки. Я читаю объяснение. Сейчас я вам покажу, что я имею в виду. Я читаю объяснение. В объяснении написано Gold Brown, Orange Brown. На ваш взгляд, где Gold Brown, а где Orange Brown? Я подумала, что, значит, это более светлая orange brown, а это более темная gold brown. Но оказалось нет. И чтобы понять, какое, мне пришлось посмотреть, может, кто-то уже, знаешь, научился, уже 153 раза разбирал эти нитки, и понятно было. А мне пришлось смотреть. Здесь же еще превью огромное, прям просто рассмотреть, расплюнуть, как говорится.
ну вот здесь рядом вот эти два цвета, пальто одним цветом, а шарфик другим цветом. Ну вот поэтому я разобралась, что вот здесь у нас получается собачка потемнее, пальто потемнее, а шарфик посветлее. И вот здесь подушечка, наверное, какая-то посветлее. Потом, где еще у меня была проблема? У меня еще со серыми было. Тоже какая-то. Я, во-первых, думала, там, значит, написано Olive Green, Dark Blue Green, Blue Green. Я, честно говоря, думала, вот это Olive Green. Потом оказалось, это серый. Ну, я не знаю, мне он зеленым, оливковым зеленым отливает. Ну, вот по мне оливки вот такого цвета. Но оказалось, нет, вот такого они цвета. Короче говоря, чего-то я не того. Ну, в итоге дело сделано, я этому безумно рада. Разобрала, я надеюсь, что это правильно. Ну, все равно по ходу движения буду я сверяться с превью, вдруг что-то не так. На сереньком вот здесь березы были, но березы здесь вообще непонятно. Ну, я по логике вещей отсчитывала до того, что, значит, посветлее идет туда, дальше потемнее. И эти серые я развесила именно посветлее и потемнее. Потому что тоже как-то объяснение было запутанное. И самое интересное, вот эти проблемные цвета, вот эти вот, что у меня были, коричневые эти, по две пасмочки и того, и того. И это создавало такие для меня проблемки. Вот, напишите мне, любите вы разбирать нитки, делайте это с удовольствием. Я за китайские Dimensions. Что ж, друзья, я к вам с результатом моего первого вечера, с этим набором. Это от Dimensions, набор называется Winter Scents, зимняя сценка. И посмотрите, какая красота получается. Я тут, ну сколько здесь, я не знаю, крестиков 300. И уже мы видим девочку, мы видим собачку. Если дальше так пойдет, я влюблюсь в этот Dimensions. И тогда держите меня семеро, как говорится. Какая красота! Я вообще в диком восторге. Я уверена, что это девочка. Ну вот она так как-то бежит. Вот это будут саночки. Как всегда пальцем, как всегда я не взяла ничего. Вот это будут саночки у нее, вот здесь заборчик, здесь видно тень от заборчика уже падает. Ну, фантастика, вы понимаете, вот буквально, ну, вот когда близко, как-то оно не так еще понятно. Ну, вот так отдаляем, и сразу понятно, что вот эта дорожка идет. Здесь вот у нас заборчик, вот тень от этого заборчика падает, вот девочка с саночками, с собачкой бежит. Какая прелесть! Я в восторге. Ну вот, я хочу сегодня еще вечером повышивать этот сюжет, и потом у меня еще остался один старт, как вы помните. Ну, как мы уже там перевалили за половину декабря. Такой стартик маленький, лошадка от Милхила у меня будет. Но это все вы увидите в следующем видео, потому что это видео я на вот такой волшебной ноте, на вот таком красивом, раскрасивом кадре хочу закончить. Еще не всю красоту я вам показала. Я украшаю свое дерево. Смотрите, какой колокольчик я вырезала, оформила мои колокольчики и повесила на мое дерево. Сделала я так же точно, как я делала бочонок с медом. Вот вырезала, подклеила сзади самоклеющимся фетром. И смотрите, какая красота. Ну, честно говоря, мне эти колокольчики нравились очень просто на бумаге, не вырезанные. Но они и вырезанные хорошо смотрятся. Я переживала, что они вырезанные будут не такие красивые. Ну, там остался. Всего осталось. Может быть, я даже себе вышью сделаю типа подушечки или такого прикидчика. Ну, что-нибудь типа такого. Вот.
Вот такая красивая у меня, раскрасивая елка, дерево-елка. И вот такой раскрасивый, прекрасивый Dimensions. А на этом, друзья, я хочу с вами попрощаться. Я вам вставлю, кому интересно, посмотреть, какие там у нас предрождественские ярмарки проходят. И я вам вставлю, как у нас украсили и готовятся к Рождеству в городе Лугано. Кому интересно, оставайтесь, а всем остальным я желаю всего самого хорошего. До следующего видео. Всем пока-пока. Мы в Лугано, и весь декабрь я продолжаю вас развлекать предрождественскими ярмарками. Вот такая ярмарка у нас в Лугано. Вот так красиво украшено все. И сейчас мы пойдем, пройдемся, посмотрим, что тут есть интересного. Вот такие Дед Морозы, сувениры, такая статуэточка. Плюшевые мишки, такие игрушки, как пряники сделанные. Класс! А вот это итальянская рождественская сладость таранчи, тароны. Всегда вот этих бус. Реки. Даже без солями. А там можно попить вин-брюле и полюбоваться на елку. Вот такая. Пойдем на рождественскую ярмарку. Колокольчики из стекла. В воскресенье полно людей. Даже несмотря на то, что у нас все магазины в воскресенье закрыты. Люди гуляют и смотрят на новогодние украшения. Смотрите, витрина Прада. Там внутри стоит туфель и сумки. Вариант. Спрашивал, есть ли игрушки, не сделанные в Китае. Есть. Вот. Такие красивые. Такие Деды Морозы. Вот этот мишка мне очень нравится. Щелкунчик мне очень нравится. Маленького Деда Мороза 100 франков. Вот такой щелкунчик. Всех с наступающими праздниками. Я с вами прощаюсь. Пока-пока. До следующего видео.